Привет, друзья, коллеги, партнеры, подписчики, будущие партнеры. Я хочу ребят. Познакомить со своим братом родным. У нас, я уже говорил, у нас семейный бизнес, фамильные ценности. Семейный подряд. И Денис очень плотно работает по московскому региону и по европейским странам. Это, по сути дела, это лягушка-путешественница. Сегодня мы приехали в Краснодарский край показать дом, который клиент строил самостоятельно. Мы попросились в гости, нам не отказали, и хотим сейчас взять именно такое, может быть, короткое интервью, чтобы человек сам ответил на вопросы, как он строил, какие были сложности, может быть, какие-то минусы. То есть мы хотим наглядно, открыто показать и косяки, и хорошие, потому что лучше всего об этом заранее проговаривать. Да, если у вас будут возможны какие-то вопросы, пишите внизу комментарии, мы обязательно, может быть, в следующем видео либо выложим разбор, либо ответим на эти комментарии. Обязательно об этом расскажем. А это видео мы решили снять, чтобы вы, разбираясь в технологии, понимали, что строить самостоятельно это выгодно, это интересно. Ну а сейчас послушаем, что скажет Сергей, который нас пригласил. Уже 2 года живет человек в этом доме. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что разрешили посетить. Да. Я сам эксперт, охотничьего собаковода. Держу собак. Полностью ремонтом, вот так вот как есть. Какой срок построить можно? Кого не спроси, все строители. Особенно в день строителя, все строители. Ластыка каркас образует некую клетку Фарадея, пропадает сигнал сотовой связи. Сигнал увеличивается. В общем. Самый, скажем, неожиданный сюрприз при строительстве дома. Вот у меня здесь проблема, видишь, какая? А вот я смотрю, это что такое? Из каких материалов строить хотели изначально? Сразу посмотрел, сразу отмелся. Почему? Я был однажды в таком доме, с мышами вместе спал там. С помощью прибора, который определяет наличие металла в стене, вы можете просто-напросто проверить, где вам можно закрепить кухню, где не стоит, или где вы можете повесить целый кондиционер. Посмотрите, как мы это делаем. Это все с ремонтом, да. С мебелью здесь 36 тысяч рублей квадратный метр, ну плюс участок, да? Да. То есть здесь экономия получается ровно там в 2 раза. И причем с соседями, в бетонных скворечниках, друзья. Слушаем басту и строим дома. Слушайте, я вот насколько помню, когда мы познакомились, проекта, по-моему, не было даже, да? Был просто какой-то эскиз наработанный. Да, где-то. Я рисовал то, что я хочу по комнатам и форму дома. На листочке, по-моему, нарисовали. На листочке, потом, да. Ну, сложно, когда нет архитектурного проекта в целом, но тем не менее, если посмотреть, что человек создал сам архитектуру, то есть это очень симпатично сейчас с улицы вот так вот посмотреть, он получился прикольно. Друзья, если есть время, конечно, вы можете сами в карандаше, на бумажке нарисовать свои планы, какие-то разрезы, второй цвет, если нужен в доме. Но лучше всего всегда обращайтесь и заказывайте целый проект готовый. С инженерными сетями, с розетками, с отоплением. Вы обеспечите себе меньше затрат в плане времени, нерв на согласование и придумывание потом что-то новое. Мы сами согласуем, поможем вам, предложим лучшее решение, и вы уже получите готовый проект, который мы воплотим в каркас в дальнейшее строительство. В морозы в Краснодаре у нас, ну сколько там, бывает на 20 минус 20? На максимум не приходилось включить обогрев, но у нас вот рабочий этот самый, если уж сильно холодно, но дело в том, что у меня пока еще нет газа здесь. Работает камин, шахта нагревается? Температура там? Нет. Он все по трубе просто уходит, Да. то есть там какие-то огнезащитные материалы? Там... Труба, да, огнезащитная, все это самое. То есть чем шахту обшивали? Огнестойкий гипсокартон сделал здесь. Но ничего там не прогревает, если верхний этаж, то есть нет ощущения, что... Ничего там такого нет. Какая площадь в итоге получилась? В итоге получилось 180 метров. 180 квадратных метров, Да. 2 этажа, на ветровых сваях и участок с размер. 7 соток. Сколько в месяц затрат на отопление? Примерно, если все вместе взять, примерно около 10 тысяч электроотопления. Свет именно. Все, нет, все вместе. И вода. Свет, у меня вода горячая, тоже на электричестве. Дом теплый, в принципе, дом теплый. Там такого нет, чтобы там как-то это сам быстро греется. Если, допустим, вопрос касается того, чтобы нагреть воду, нагреть воздух, буквально вот, включаешь там очень короткое время, дом становится сразу теплый. Сколько была стройка по времени? Год. С чем было связано, что вот срок такой был растянут? Трудно выбрать нормальные бригады. Поменял несколько бригад, пока нормальных не нашел. Одни начали, их потом поменял, другие начали, потом поменял, а потом... Человеческий фактор сработал? Да. Ну, год это все. Полностью. Полностью от момента начала до мебели, так будем говорить. Все То есть год растянут был из-за того, что именно, по сути дела, человеческий фактор. То есть не вопрос там финансы там тормозили, Да, а просто вот люди... Так, по идее, при хорошей бригаде можно построить его, ну, максимально за полгода, максимально. Ну, то есть мы говорим про мебель, все. Да. Мебель что-то заводилось старое, вообще все новое? Все новое, все новое. Полностью. Да, ничего. И какая стоимость вообще всего получилась, если говорить вместе с участком, с домом, потом попытаться выделить эту стоимость? Ну, если считать с этим самым, с мебелью, со всеми, наверное, 6,5 миллионов где-то. Это вместе с землей?
Нет, без земли. 6,5 миллионов? Да, 6,5 это дом. Чисто Денис, дом. сколько получается? 180 квадратов. Ну это с мебелью, Ну, как есть сейчас. Да. да, ну это такая цифра 36. Отлично. Цифра приблизительная, да. Это прихожая, значит, это у нас ванная с туалетом, душ, вернее, с туалетом. Очень часто у нас подписчики задают вопросы, что при неправильном монтаже, либо они грешат на технологию, но это всегда происходит при неправильном монтаже. Где-то начинается растрескиваться плитка, вот особенно кафель на полу, либо плитка на стенках. Есть ли такие у вас участки в доме, где... Нет, такого нет. Ну, то есть монтаж был сделан правильно. Ну, теплое пол, здесь стяжку, соответственно, закатан, так понимаю, да? Или электрический? Маты. Здесь ЦСП, цементная плита. Да. И по ней Пленочка. сделана стяжка. Конечно. Ну, смотри, То да. есть водяной получается. Ну да. Мы еще не доделали вот это вот, еще здесь стенка будет. Были сложности с лестницей мной? Проблем не было. Нормальный мастер попался, это я все покупал в БАУ-центре. Готовый уже материал, просто Ну, подогнали. материал готовый, да. Просто отдал его, покрасили, сварили полностью из труб, сварили, сделали, ну сами они так нормально все. Вот это вот у меня в перспективе кабинет. В перспективе. Ну, то еще не это самое. Сейчас хотим купить шкаф для книг. Друзья, маленький лайфхак. Bosch сенсор. Не рекламируем Bosch, рекламируем Донстрой-технологию, но смысл в том, что к вопросу многих клиентов, а как в ваших домах каркасных вешать мебель, кухню, телевизоры и так далее. С помощью прибора, который определяет наличие металла в стене, вы можете просто-напросто проверить, где вам можно закрепить кухню, где не стоит, или где вы можете повесить целый кондиционер. Посмотрите, как мы это делаем. Вот здесь в данной стене, в готовом доме, мы можем определить металл таким вот образом. Видите, красным загорелось, значит есть сталь. Здесь у нас идет стойка спаренная, поэтому примерно она идет с шагом 40, у нас 40-80. Дальше идем. Здесь идет где-то перемычка маленькая, дальше металла нет. И вот стойка. Шаг 60, друзья. Пожалуйста, отмерили и закрутились. Дальше пошли. Здесь стойка, перемычка идет. И следующий, вот он идет. И вот следующая стойка здесь находится. Пожалуйста, можно определить расстояние и смонтировать любую мебель. Вот это вот все. Это буковые ступеньки. Кстати, я рекомендую. Вот мне предлагали там. Это бук? Бук, да. Предлагали мне за бешеные деньги сделать лестницу. Все обошлось мне там, ну буквально. Сейчас точно не помню. Сама лестница обошлась 1030, наверное. Может, ну меньше. Металл, да, меньше. слово. И уже сварить все сделано. Да. Ну потом монтаж там, ну, дешево обошлась. Значит, здесь сделано как? Ну, у меня две семьи, два сына. Одна половина второго этажа, значит, одному, вторая половина другому. Здесь спальня, здесь детская. Здесь Включили радиатор, да? Да, здесь нет радиатора, здесь конечная точка комнаты. Конечная точка, самая дальняя, не сильно включено. По факту это мансардный этаж получается, обыгранный. Вот, соответственно, обыгран канал именно камина, я так понял, это воздуховод. Да, Да, это самое. И вот я про него спрашивал, не греет, не чувствует ничего. Не греет, труба. Все обыграли вот таким вот скат, получается, кровли так обыграли. Да, я помню, мы долго мучились, когда проектировали проектировщик вот эти выпуски, все пытались согласовать. Вот это вторая комната. Но дети уже приезжают, отдыхают. Конечно, да, мы ж для этого и строили, чтобы здесь собираться с семьей. Ну, нравится семье приезжать сюда? Конечно. Довольны? Да, шикарно. Здесь тоже одинаково, вот зеркально сделано, что там, что здесь. Вот у меня здесь проблема, видишь, какая? А вот я смотрю, это что такое? Это попался гипсокартон, видимо, сыроватый. И пошла это самое. Вот в этом месте пошла какая-то Ну, это плесень. Да? плесень, да, ее нужно. Ну, Классное дело. я сейчас уберу ее, вот это вот. Как будете менять его? Ну как, вырежу кусок и все. Гипсокартон замените, да? Да, гипсокартон. А не может быть такое, что может быть протекало, там, влага была? Если протекало, то оно бы вот так вот шло, правильно? Потоком. Потоком бы Да, сюда шло. да. А это, видишь, как это другое совсем. Может быть, лага здесь какая-то стоит. Вот ванна. Становится хороший, Вот большой, да. Второй этаж, туалет с ванной. Тоже Здесь прекрасно. окна нету, вентиляция. Вентиляцию надо больше было делать, я буду ее менять. Она Мощнее, да? мощнее надо делать. Окна нет, потому что если влажно здесь, надо ее приходится открывать. У меня и внизу стоит вытяжки, помимо кухонной вытяжки еще вытяжка стоит. Еще плюс этот самый печь
тоже создается, так сказать. Ну и здесь, если открываешь окошко, окна открыл, он сразу все выветривает, все проветривает. Воздух не тяжелый, на самом деле. Град такой сильный, дожди были. Здесь крыша металлочерепица, по-моему, да? Как шум? Металлочерепица создает шум, это все преувеличенный шум. Ну вот я вижу, вот прямая мансарда, металлочерепица, вот были грады, там мы видели, как фасад разбило, там и вагончик повредило. Слышно, конечно, но так, чтобы это было... Но не барабан. Нормально. Ну, у меня же получается крыша большая, там у меня большое количество, у меня 20 сантиметров там стоит этого самого утеплителя, 20 Да, сантиметров. звукоизоляция хорошая. Звукоизоляция нормальная, вполне нормальная. И теплоизоляция хорошая, и звукоизоляция. Если что... Самые слабые места в мансардных домах это как раз таки мансардная кровля, потому что вот по фермам или где-то по примыканиям можно увидеть там либо протекание, либо вот как вот здесь мы элементы увидели грибка. Ну надо просто разобраться чему. Но в целом смотрю вообще все классно. Когда каркас возвели, было какое-то сомнение, что вы что-то в дом? Нет, сомнений-то было, конечно, да, в общем-то. Но у меня здесь немножко по ходу, так сказать, пьесы там приходилось кое-что дорабатывать. На первом этаже мне пришлось целый ряд сделать еще свайных. Обвязку добавляли, свайное поле. Добавлять, да, потому что немножко вот там большие пролеты были. И мне пришлось еще посередине зала сделать еще один усилий, да. Ну, там все это я взял там на 1,20 м глубину, из швеллера сделал сапог, такой. Все туда вставили, залили бетоном, подварили, и все стало железобетоном. Вот. Что касается шатания, ну поначалу-то да, вроде как, когда стояла это самое там. Еще не схваченный был каркас, да? Да, тем был не обшит. более этот, который, про которого мы говорим сейчас, он, как сказать, он и не укрепил ничего. Он ничего, то есть пришлось после него еще дорабатывать эти вещи, то есть там проблема была с тем, что они неправильно сделали. Ну а потом, когда уже у меня начали работать сантехники, электрики, поэтому они говорят, здесь шатается, мы здесь, просто это недоработки были у людей, которые, так сказать, прохалявили, будем говорить вместе. Очень часто, когда общаемся с людьми, которые построили технологию самостоятельной стройки ЛСТК, после того, как выполнили внешнюю отделку и внутреннюю причистовую, когда приглашают вот электриков, сантехников, тех, кто красит и клеит обои, люди, которые строители, которые никогда не сталкивались с технологией ЛСТК, они начинают как-то всячески говорить, что эта технология плохая, потом у нас там обои не ложатся, и надо равнять, потому что там криво что-то поставили. То есть были такие случаи вот при строительстве? То есть люди пытались... Наоборот, нет, наоборот, здесь все настолько просто. Фактически внутренние отделки, кроме того, как заделать швы, зашпаклевать швы, здесь ничего делать не надо, здесь все ровно. Когда собирали по кругу, собрали дом, там разница была 2,5 сантиметра или 2 сантиметра, нестыковка была всего лишь. То есть это очень высокая точность, если учитывать еще ошибки тех, кто занимался этим. И у вас как такого опыта строительства и не было, по сути, столкнулись первый раз. Поэтому это очень точно все. И когда все, так сказать, все связали вместе, конечно, стало гораздо. Ну и вообще, будем говорить, способ этот интересный. Фермы это прочно и хорошо, и в том отношении, что у меня внуки бегают здесь, и я, собственно, там и слышно, конечно, что бегают, но не так, как в доме. Не так. Да, не так, как в квартире. Не так, как в квартире, да. В квартире гораздо, так сказать, слышимость гораздо сильнее, чем здесь. То есть это получается сейчас котельная, отдельное помещение? Да, это котельня. Значит, здесь у меня расположено. Вот как сделано. Да. Ну это вот питание, отопление резервное. Друзья, сейчас Значит, оно, конечно, эффективнее, чем электрическое, и дешевле, но таскать их в связи с этим только на случай там вот Это используется редко. Редко используется, да. Это газовое отопление, когда вот все это меняется, житлеры меняются и работает уже от сети. Электрический котел. Это на полы, да, по-моему, пошел? На все, это все идет. Значит, это горячая вода в туалете, в ванной, на кухне. Значит, это вот я поставил новую систему фильтрации воды, потому что отказался от центральной воды в связи с тем, что... Скважина стоит? Скважина, да. И что это такое? Я первый раз такое вижу. Значит, это американская система, она работает, значит, как и все на соли, то есть вот эти вот колонны,
колонны, которые стоят, они занимают много места, и они очень эффективны. Вот у меня здесь вода. Ну, Это что такое? Это соль. Это соль. Да. Здесь две камеры. Одна камера здесь с солью, вторая камера, в ней стоит сам фильтрующий элемент. Значит, этот фильтрующий элемент, как вот мне объяснили и рассказали, как я сам читал, он фактически не подлежит замене. Вот эти колонны, которые делают, значит, они 5 лет проработало, и потом приходится... Колонны, там где фильтра стоят, да? Да. И потом приходится там менять все. А здесь это такая вода у меня, ну, осадок от воды. Это фильтр грубой очистки, по-моему, да, стоит или нет? Это фильтр, это просто отстойник. Отстойник. Вот фильтр грубой очистки, вот еще один фильтр, который это при выходе уже идет. Чистую воду пьете из-под крана или кипятите? Конечно. Не, ну мы по этому самому отдал я все на анализ. Угу. Значит, уменьшилось, значит, железо где-то порядка 100 раз, что ли. Угу. Причем вода идеальная. Вода идеальная. Можно разливать по бутылкам и продавать. Ну, чистая вода, хорошая чистая вода. Каждую ночь, видишь, в канализацию все это дело сливается. Очищает. А резервуар, который является как запасным, где вода вся хранится, когда он очистит? Она не хранится, нет. Впрямую сразу включается? Она впрямую включается и сразу туда идет. И сколько стоила примерно такая система очистки? 70 тысяч. Да вы что? Классная цена. Так, она место не Надо занимает. запомнить. Она место не занимает вообще. Да, очень удобно. Вот здесь у меня стоит этот самый бензоагрегат, вот стоит. На сколько киловатт? На 5. На 5 На киловатт. 5,5 киловатт. Я хотел обратить внимание на фасад. Вот эти плитка, она, если не ошибаюсь, называлась каньон. Почему вообще пал выбор вот именно на этот Ну, я фасад? долго искал, смотрел разные варианты, и сайдинг, и все остальное прочее. Выбрал, потому что, смотрится красиво. Во-вторых, она надежная, нормальная плитка. За эти 2 года из-за перепада температур где-то может что-то Нет. откололось, отвалилось? Вначале было несколько штук. Дефектовка. Дефектовка, да. Я вызвал представителей, они мне все исправили, и на этом все закончилось. И получается, фундамент у нас 0 начинается с этой точки, да, дальше это уже винтовая слоя вся идет. Да. То есть там просто проветриваемое подполье, но закрытое цокольным. Да. Это тоже этот материал? Это тоже этот же материал, да. Это тоже этот же материал. И ступеньки уже залили, видимо, бетоном. Ступеньки, здесь не бетон, здесь металлические ступеньки. Они, те самые. Здесь ступеньки, корпус металлический, потом 5 сантиметров залито бетоном, и на них положена плитка. Здесь фирмы у нас стоят, если не ошибаюсь, вот Везде ЛСТК. стоят фирмы, да. Как вот здесь пирог устроен на плитах? То есть плитка на каком материале наклеена лежит? Плитка лежит на этом самом ЦСП. На ЦСП плитах напрямую наклеена плита. Нет, цементная плита, Да. она лежит здесь. На них наклеена Раствор плита. лежит плита. И, соответственно, мы не видим, я смотрю, никаких растрескиваний, расколов, потому что бывает перепадов температуры, она гуляет. Ну, нигде, смотри, никого, ничего не Здесь сделали. Не, в некоторых местах здесь есть это самое, некачественно сделано. Вот, например, Укладка. здесь укладка нормальная, но вот видишь, это самое плохо заделали, надо это все заделывать. Сделал погреб я здесь тоже. Пока Там что? погреб. Именно погреб вообще. Да. Ого! Ого, ну так там прям бомбоубежище целое. Хороший. О, смотри, если вот не экономить на материалах, да, не экономить на материалах, а брать, сразу считать заранее проект, смету и так далее, ты в итоге не проигрываешь по деньгам, но ты получаешь намного качественный дом. Да как, Чем ты изначально лезешь в бюджет. Я сразу миф развею. Трехкомнатная квартира, допустим, в Краснодаре, меньше там 50, если ты 45-40, это что-то страшное будет, да, если мы говорим в таком качестве, то есть Да. это еще с ремонтом, Да. с мебелью здесь, 36 тысяч рублей квадратный метр, ну плюс участок, да? Да. Квартиру просто в черновом варианте, где еще нужно стробить, прокладывать электрику, сантехнику, она будет стоить начинаться, где-то 50, 54, 50, а если элитка там, в такого качества, то это 60-70 тысяч за квадрат, Да. и это без ремонта. Да. То есть здесь экономия получается ровно там в 2 раза, и причем С соседями в бетонных скворечниках, друзья. Слушаем басту и строим дома. Если бы, допустим, я сэкономил на утеплении пола, в том отношении взял обычную стекловат какой-то. В рулонах, которые тогда идет. Да, я сейчас жалею, мне придется, потому что мне нужно, То есть можно было сэкономить, вы это понимаете. да, можно было сэкономить, но надо было делать. Значит, что, вот кондиционер. Кондиционер в
при данной конструкции на стены его вешать нельзя. Я смотрю, там резиновые прокладки еще стоят, да, чтобы не гремел? Или Ну это мне да, кажется? специалисты подсказали, говорят, что не стоит его вешать. Вибрация на будет, будет, будет вибрация, будет шум. А так его вообще не слышно. Независимый. Знаете, самый основной вопрос, частый и постоянный, спрашивают подписчики, и с кем я встречаюсь, что лыстака каркас образует некую, ну глупый, конечно, вопрос, я сам на него уже ответил себе, но тем не менее, чтобы от вас услышать, образует некую клетку Фарадея, пропадает сигнал сотовой связи, тяжелый Абсолютно спутниковый. ничего не пропадает, даже такого. Сигнал увеличивается, в общем. Не увеличится, но ничего такого я не Ну, как хочу. в обычном доме. Как в А то мне обычном постоянно доме. уверяют, что нет, это Я скажу, что у меня в бетонном доме, в бетонном доме у меня были углы, где связь плохо брала, а здесь такого нет вообще. Везде нормально. А когда выбирали именно строительство дома, там, да, до знакомства с нами, то есть какие были мысли, из каких материалов строить хотели изначально? Ну, я думал, разные варианты, конечно. Деревянный каркас рассматривали? СИП-панели? Сразу посмотрел, сразу отмел все это. Почему? Я был однажды в таком доме, с мышами вместе спал там. Мыши Мы ничего не придумали, это не сценарий, это реальный опыт Мыши человека. по голове. Я реально, поехали на охоту, там домики стоят, охотничьи. Из чего были построены? СИП-панели. А, СИП-панели. Да. Они пенопласт внутри, вот, и теплые. СИП-панели, Да. привет. Да. Они дешевые, но И- живете с животными. Да, и там они настроили себе этих самых нор столько, что я сразу же отказался, даже То есть были мысли, а потом, как увидели, сразу сказали, нет, да, не буду. там прямо реально дороги, лежишь, спишь и слышишь, как они бегают. Сергей, ну наверняка, прежде чем заходить в стройку, вы как-то бюджет прикидывали для себя. Кирпич на каком вообще моменте у вас отпал, или все-таки это сразу приценились, или что? Я даже сейчас не могу сказать, как это все. Примерно тут где-то считал, где-то. Во-первых, главная мысль была в том, что строить 5 лет у меня не было и желания, и интереса. Хотели быстро сделать. Я хотел сделать быстро, чтобы нормально жить, чтобы в нормальных условиях, так сказать, можно было жить. Посмотрел, почитал отзывы, поговорил с людьми, все вроде бы отзываются очень положительно. И, ну, тоже у меня там был опыт, я разговаривал с людьми, у которых дом такой. Ну, там, Здесь в Краснодаре, да? В Краснодаре, да. Баня, бочка. Отличное решение. Как часто ее? Привозят тебе ее, ставишь на фундамент, подключаешь воду. И, ну, здесь вариантов много. И, по-моему, стоимость там у них тоже там 150-200, там где-то до 300 тысяч. 270 тысяч, по-моему, стоило. Вариантов много. Вот эта печка, я скажу, вот эта вот печка. И хватает 5 полен и температура 70 градусов. Минут 40 до часа греется максимум. У меня был вопрос, вот ожидания бюджета, который вы для себя закладывали, да, на строительство этого дома, его теория и факт как-то сложились цифры или больше перевалил, чем планировали? Ну, конечно, больше, это естественно, это нормально. Намного, ну, примерно, вот соотношение в процентах, то есть. Ну, я думал, что войдусь там 4 миллиона, может, думал, там, ну, поначалу считал, потому что не представлял себе, что там нужно. А возникает много вопросов, много тонкостей, которые предположить просто невозможно. Ну, вот оно обошлось. Вот самый, скажем, неожиданный сюрприз при строительстве дома, какой для вас был? Можете сейчас вспомнить? Да нет, ну, Такого прям очень явного много чего-то. разных расходников. Вот это Мелочевка. мелочевка, которая постоянно нужна. Я, значит, не доверяю в том отношении, что кому-то что-то чтобы ездили, я закупал все сам. Я, насколько знаю, вы занимаетесь бизнесом, и, по-моему, у вас же мебельная фурнитура, ткани. Но я хотел сказать, вот занимаясь бизнесом и заниматься параллельно строительством, то есть много ли время забирало, то есть было такое, что, время мне тратить, надо ехать, надо вникать, то есть многие предприниматели говорят, у меня нет времени заниматься стройкой, я хочу, чтобы мне все построили. Хотя вот, Это вот как найдете хорошего Прораба, исполнителя, прораба, да, можно и только это самое. Ну, это вариант дороже всегда, естественно. Ну, просто у меня там хорошие помощники на работе, поэтому я не чувствовал там отрыва какого-то. Поэтому делал все сам и на работу успевал. Ну, конечно, меньше приходилось. Если бы сейчас снова у вас стал выбор строить дом самостоятельно или строить у компании, как вы все-таки приняли решение? Конечно, построил. Сами повторили бы снова? Повторил бы, да. Вот так рождаются новые девелоперы. Да. Если бы снова выбрали решение строить, вернулись бы к технологии Лыстака? Конечно. Удобно, быстро, никакой грязи, никаких экскаваторов, кранов. Там все делается руками, все 4 рабочих способны поднять 2 этажа без всякой дополнительной техники.
Сказали, как наши обычные менеджеры. Хотя Да? это человек, который строит, да. Свободное от работы время я уже много-много лет тихо занимаюсь охотничьим собаководством. Я сам эксперт по охотничьему собаководству. Держу собак хороших. У меня вот эта вот собачка молодая, но она очень перспективна. Ты моя девочка, хорошая моя девочка, ты моя собачка, мать. Она у нас пока еще не чемпионка, но подает надежды. Это у нас известный очень кобель, неоднократный победитель многих различных состязаний по различным видам дичи. Он и по перепелке, и по куропатке, по фазану, по кабану и так далее, и так далее. Имеет дипломы по многим видам дичи. Он пятикратный победитель полевых состязаний различного ранга. Все, тихо. То есть вы помимо соревнований, представления клуба, вы сами охотитесь, выезжаете, я так понимаю, несколько раз в год даже, да? Или не несколько? Когда охотничий сезон, каждую неделю едем на охоту, а то и несколько раз в неделю. Домик на колесах взял для охоты. Да, очень удобно уже, так сказать, в машине не солидно спать, уже кости. Греть надо лучше, Греть да? надо, И да. разминать, так сказать. Если вот на ваш взгляд вот все факторы сложить, подготовиться к строительству и не растягивать временной фактор с людьми, то есть реально вот полностью с ремонтом вот так вот как есть, какой срок построить можно? Я говорю, за полгода это при самом плохом стечении обстоятельств. Более чем достаточно. У меня здесь была задержка в чем? Это первая задержка. Уже вроде начали делать, начали укладывать на пол лаги. Они оказались сырыми. И мне пришлось 2 месяца ждать, пока они высохнут. Вот только на этом. Это хорошо только пол с лагами, когда дом деревянный стоит. как Да. Вот когда я взял этот самый измеритель влаги, там зашкаливало, сильно это самое. Им Ждали, да? Да, я посоветовался с людьми, они говорят, если не высушишь, то будет проблема могут. И я, жара была, оставил все это дело. Ну, дом уже накрыт, крыша была накрыта. Вот, дом, в принципе, был, влага не попадала. Если, допустим, дождь, он уже, так сказать. И пришлось ждать, вот пока высохнет. Все. Вот это Затянуло очень 2 много времени, месяца, да. да. Мгм. Это 2 месяца. Ну, мы так и говорим, что в среднем это 2,5-3 месяца, это такой марш-бросок делать. Вот А если с бы ремонтом с еще вы, мебелью, допустим, вместе с технологиями бригады рекомендовали, сразу говорю, вот там есть, да. Ищем давай. постоянно Бригада ищем, да. вперед, очень сложно. Человеку найти, вот, купил, поставил каркас, а дальше что? А дальше делать? А дальше что? Поэтому, если бы были бригады, вообще было бы. Сейчас просто, бригад таких, по идее, они работу ищут. Взять, к примеру, тех же кровельщиков, да, они собрать для них Не проблема, каркас не проблема. Поэтому среди них надо искать. Друзья, конечно же, можно строить самостоятельно, и мы это пропагандируем для российского рынка. Вы можете сэкономить порядка 30%, но это при условии, что у вас есть время, и у вас есть возможность это все контролировать, и вы хотя бы немного разбираетесь в строительстве. Иначе вы засядете в YouTube, будете советоваться, и после каждого нового работяги, они будут постоянно меняться. Это адекватно на нашем рынке, недорогом, так сказать. Вы будете переделывать и слушать других умных работяг, которые будут говорить, что это до вас тут накосячили, мы сейчас переделаем, заплатите нам за это. Поэтому, друзья, прежде чем строить, подумайте сами. Есть ли время, есть ли возможность, есть ли понимание, как делать стройку. Если же нет, то заказывайте уже готовые комплекты с установкой, с утеплением, отделкой в нашей компании с гарантией 5 лет. Спасибо, во-первых, что выделили время, пригласили, разрешили нам снять, рассказать. Для нас это очень важно, получить обратную связь от наших клиентов. И вот у меня просьба, могли ли бы вы дать какой-нибудь совет тем людям, которые вот смотрят на технологии Лостака и планируют строить там самостоятельно, и вообще, в принципе, вот... В первую очередь нужно, если сами решили строить, нужен консультант. Без консультанта только, на самом деле, очень много времени уйдет. Консультант нужен. И нужен опытный человек, который занимался этой технологией. Без таких, сложновато. Потому что у нас строителей много. У нас, возьми, кого не спроси, все строители. Особенно в день строителя, все строители. Вот. А так, я рекомендую. Нормально жить можно вполне, без всяких, так сказать, осложнений. Тепло, хорошо, уютно.
Сколько здесь примерно стоит земля вот в этом районе, вот если так примерно суммировать? Значит, я общее? покупал, она стоила здесь там недорого, 1 300 000 я покупал ее. Сейчас газ провели, сейчас она стоит Дороже. намного. То есть было, получается, вы сейчас до сих пор без газа, по У сути меня дела. уже да. проведена. Но вы не подключались Я, все да, равно. я весной буду То есть получается 1,5 миллиона 200, да, вы говорите? 1 300 000. То есть 6500 и миллион. Так это я 10 соток 1 300 000. Я 3 сотки отдал, потому что я не люблю траву убирать. Ага. То есть у вас сейчас 7 соток У здесь. меня здесь 7 соток. То есть да. по факту миллион плюс 6, то есть 7,5 миллионов вышел полностью дом с ремонтом, с мебелью, который ниоткуда не завозили, именно Ну да, старую, да. все новое сделали. Интересно, я знаю, что когда начинаешь строить по технологии ЛСТК, подключаются соседи. Советчики бегают, наблюдают, и, возможно, наверняка кто-то, может быть, поддерживал, кто-то интересовался, кто-то, может, даже отговаривал. Расскажите, вот было ли что такое? Ну, если дорога проходит, многие проезжали, останавливались, смотрели, что это происходит. Многие крутили пальцем у виска. Вообще незнакомые люди, да, против? Да. А потом, когда построил, конечно, все. Эти же люди потом говорили, о, да? Это интересно, да. Хорошо, здорово. Вот. Ну, конечно, это, на самом деле, если бы я не построил, я тоже бы Со стороны, если бы видели, тоже непонятно. тоже не поверил бы, что так можно построить вот из кусков металла, в конечном итоге построить такой нормальный дом. Теплый, хороший, уютный. Вот. Это гаражик у меня, в общем-то, это самое. Фермочки тут ничего. Да, Ферма, да. Летний, он раздвижной дверь удобно Да, сделан. двери сделаны, тут я не стал его усложнять, все легкое, хорошее. Ну, самое главное, машина стоит без дождя. Ну да, по-сухому. 3 цели у каждого мужчины: посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Я считаю, что с нами очень И легко. купить Феррари. Да. Я считаю, что с этой технологией очень легко выполнить эту цель, построить дом. И я больше скажу, это занимательно. Это круто, друзья. Постараемся на следующем ролике рассказать и показать семью, которая собирала дом, привлекая даже своих 15-летних детей для сборки каркаса. Эксплуатировали малолетних. Они рассказали, что это большой взрослый детский конструктор, не поверили, начали собирать. Да, у нас даже есть клиенты, которые с 2 сына, отец собрали дом полностью. Жена даже делала. Супруга тоже. Да, покажу. Ну вот вместо кухни На ее Югре тоже сидела. поднарядили подряд. Да, поэтому, друзья, я надеюсь, что вам нравится наш обзор. Вам нравится, как мы снимаем, о чем мы рассказываем. Если вам это интересно, поставьте лайк, подпишитесь обязательно на канал. Ссылка на канал Дениса и на канал мой находится Владимира. под видео. Обязательно подписывайтесь на 2 канала, потому что везде информация будет немножко отличаться. Больше европейский уклон, больше уклон на юг России. Ну а в целом мы готовы к беседе. Приглашаем вас все на наши объекты, на берег Русского моря, коттеджный поселок, который мы построили. Мы там сейчас часто находимся. Чтобы вы наглядно посмотрели технологии и сделали вывод, что не надо оставаться в прошлом. Пора смотреть на более современные технологии, принимать решения прогрессивные, потому что если мы до сих пор стирали на этих стиральных досках, да, то есть строили бы тогда бы из самана до сих пор дома. Поэтому за этими трендами надо наблюдать, что я вам и рекомендую. Всем успехов, до встречи. Удачи вам, хорошего года.